Сегодня, друзья мои, у нас, как всегда, наша постоянная рубрика «С пивком покатит». Если рубрика нравится, ставьте пальцы вверх. Сегодня я... Извиняюсь. Здоровье моих подписчиков, которые ставят лайки. Ладно, здоровье всех подписчиков, пофиг, ставить или нет. Сегодня я покажу вам, как сделать офигенные луковые пельмешки-гёдзы. Почему я отношу этот рецепт к «С пивком покатит»? Потому что нужно немножечко попариться, и получается очень вкусная закусочка. Ну а как основное блюдо, вряд ли вы будете так упариваться. Фишка блюда в том, что у вас оболочка пельмешки — это, собственно, луковица. Сразу предупреждаю, внутрь вы можете класть все, что угодно. Свинину, говядину, сыр. То есть тут основная фишка — это именно в луковой оболочке. А спонсор этого видео — лично я и мой офигенный мерч. Кому нужны офигительные худи, супер мягкие, супер теплые, с вышивкой. Это вам не рисунок какой-то, не наклейка, это вышивка нитками. Кому интересны офигенные хлопковые футболки, 100% хлопок, проходите по ссылочке в описании. Собственно, у нас на самом деле на данный момент 100% положительных отзывов о моем мерче. Люди, которые его купили, говорят, что он стоит каждой копейки. Ссылка в описании. Самое первое, что делаем, просто берем 3, 4, 5 луковиц. Вот это вот здоровые достаточно луковки, и кидаем их в кипяток, в кипящую воду, и варим. Прямо в кипяток. Таким образом, луковки, если они здоровенные, варим, ну, где-то там 15 минут. Если луковка маленькая, малюсенькая вот такая, то варим 10 минут. Если у вас какие-то вот такие вот здоровенные капустные луковицы размером с арбуз, то, наверное, минут 20. Но, в принципе, их переварить практически невозможно. На 15 минут в кипятке просто забываем их. Я хочу креветочные луковые пельмешки с курочкой и с креветками. Но, повторяюсь, это не обязательно. Можно туда свининку с паприкой, любые специи. Это, собственно, не суть. Вас же не нужно учить чистить креветки. Ладно, я обожаю учить вас чистить креветки. Все сдираем и после этого вынимаем кокулю. Аккуратность в этом деле нам не важна, потому что все равно мы все это дело перемесим в фарш. То есть, оп, и если что-то нашли, вот, то вынимаем, оставляем филе. Граммовки самых вкусных и самых проверенных рецептов я буду выкладывать вот в этот Инстаграм. Если вы хотите повторить рецепт, идите в Инстаграм, подпишитесь, и потом, когда будете готовить, вам не нужно будет включать видео. Там будут фоточки еды и супер точные граммовки. Ну и, друзья мои, куда же без чеснока? Чтобы достать зубчик из шелухи, достаточно вот так вот ударить. После чего отрезать попку, и зубчик сам, собственно, вываливается. 2 зубчика. А теперь просто либо топориками, либо блендером, либо через мясорубку, вообще пофиг. Вы можете взять целые куски там свинины, пропустить через мясорубку, если вам не жалко ее мыть, потому что, типа, блендер мыть гораздо легче. Не знаю, там, помните, покрошите. Короче, все это просто превращаем в фарш. Вот так. Добавляем 300 грамм креветочек, пару зубчиков чеснока. Вот так. И столько же, сколько креветок, то есть у нас там 300 грамм, столько же и фарша. У меня куриный, можно свиной, какой хотите. Это 2/3 стандартной пачки. Хотя, в принципе, если вы туда усадите всю пачку, то ничего плохого не случится. Этого хватит на целый противень наших пельмешек луковых. Офигительно крутой лайфхак. Если вы в фарш добавите немного творожного сыра, там, не знаю, крем-чиза, то есть пару столовых ложечек на 600 грамм у нас фарша, пару столовых с горкой таких ложек, будет офигенно вкусно, сливочно-нежно, такой умами вкус добавляется. Короче, если бабло есть, добавляйте крем-сыр везде. Я добавлю вот так здоровую ложку. И вы знаете что? Я еще ложку добавлю, потому что могу. И просто месим все это дело. Ну и спустя 30 секунд или минуточку. Да, конечно, тут пара креветок не перемесилась, но в принципе получается вот такая вот офигенная масса.
А в это время наш лук готов, собственно, 20 минут и вынимаем. Готовый сваренный лучок, который 20 минут варился, перекладываем в холодную воду. Да, кстати, возможно, у кого-то сложится впечатление, что в этом есть какая-то, знаете, шоковая заморозка, как спаржу или там лобстеров из кипящего масла там перекладывают в ледяную ванночку. Нет! Цель одна, чтобы он быстрее остыл, потому что так можно полчаса ждать, пока здоровенные луковицы перестанут быть кипятком внутри. Просто в холодной воде остывают быстрее. Теперь, собственно, луковицу берем, отрезаем с одной стороны, отрезаем с другой стороны и просто разрезаем пополам. Вот. Вот так. Вареные 20 минут луковицы прекрасным образом вот так вот сами распадаются, они становятся супер мягкие и распадаются вот на такие вот штуковины. Причем распадаются практически сами, то есть достаточно вот одну поддеть, сняли, одну поддеть, сняли, одну поддеть, сняли. Все равно горячее, мало дали остыть. Ну ладно. А теперь все очень просто, чутка маслица на дно противня и заворачиваем. Противня, как правильно говорить, пофиг. Я экспериментировал с этим рецептом, поливать ли сверху маслицем, чтобы оно там типа золотилось сильнее. Пофиг, в луке столько сахара, что хоть поливай маслицем, хоть не поливай, все равно будет такое все золотистое. 200 градусов, разогретая уже духовка до 200 градусов, 25 минут или около того. Ну посматривайте, чтобы не горело. Примерно за 25 минут там все внутри приготавливается на 100%. А уж насколько вы хотите клевую задать корочку, нужно понимать, что это лук. То есть он золотится, но через 5 минут он уже сгоревший, поэтому будьте внимательны. Тут уж вы ставьте обдув в зависимости от вашей духовки. Короче, не забывайте поглядывать внутрь. Ну и, собственно, попробуем. Но сначала я напомню вам, что все граммовки с точностью до 1 грамма находятся вот в этом вот инстаграме. Там отдельный пост с описанием, с граммовками, с фоточками. Ну и с описанием, где вы можете накосячить. Ссылочка в описании под видео на этот инстаграм. Луковая креветочная штука. Супер мягкая. Курица, кстати, с креветкой сочетается отлично. Получается в 2 раза меньше креветок, по большему счету, то есть разбавлено курицей. Но куриный фарш, он как бы все это дело слепляет вот в одну такую единую сочную пельмешечку внутри лука. Почему я не сказал вам, что это отдельный рецепт, а именно с пивком покатит? Ну, как я уже сказал, запариваться надо. Ну, то есть все это сварить, очистить, а внутрь вы можете класть в лучок все что угодно. Да, кстати, может кто-то думает, что тут вкус вареного лука. Нет, за счет вот этих вот штуковин тут вкус жареного лука. То есть этот лучок, его можно есть отдельно, как будто пожаренный на сковородке. Ну а в нашем рецепте он чисто для вкуса, сладости и удержания нашего фарша. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. С пивком покатит.